Опа! Сейчас переведу. Привет, ребята! С вами Анна, ваш артист, учитель по вокалу, а также учитель музыки. Настало время для меня сделать для вас реакцию. Я благодарю вас за все рекомендации, и их было очень много, и пока что ни один из этих рекомендаций не разочаровал меня. У нас были и взлеты, и падения, и очень много крышесносных моментов. С недавних пор в комментариях начал появляться один очень интересный человек по имени Димаш. Я не искал о нем информацию в интернете до этого видео, но вы, ребята, сказали мне, что у него очень большой голос, и что он великолепный интерпретатор для своего возраста. Давайте начнем. Если что, я переводил по субтитрам. Je suis toujours au fond d'une vie avec les condescendés. Je crois dans un vie, tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, voler. Окей, перед тем, как я стану еще более эмоциональной, давайте разберем начало этой песни. Песня началась очень хорошо, и сразу же с первых минут я начала плакать. Кажется, что эта песня о конфликте или о сложном моменте в жизни. Кажется, мне нужно было поискать текст этой песни до начала этой реакции. Но от его голоса исходит невероятное количество эмоций. С самого начала этой песни его интерпретация безупречна. У него очень сильные согласные, а вот гласные никак не компенсируются. И они очень просто и красиво вылетают из его рта. Такой уровень уязвимости очень сложно воспроизводить. Особенно так долго и особенно в живом выступлении. У Димаша действительно очень расслабленная, приятная и, скажем так, сладкая вибрато. Вначале я заметила, как он вынул свой второй ушной монитор, и очевидно, что это было сделано для того, чтобы он хорошо прочувствовал свой голос, который присутствует в том пространстве, где он выступает. Давайте еще раз посмотрим на это, но немного позже, когда я углублюсь и буду делать аналитический разбор. Едем дальше.
pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Oh my lord. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme les autres, vérité notre monde. J'ai Joo, anna mennä. mes souffrances, c'est comme ça que je vois. Kyllä. Le monde est Ihana. dans la Я много раз не нажала на кнопку «Пауза», потому что это выступление было просто невероятно захватывающим и интенсивным. На мой взгляд, здесь не было ни одной лишней или бессмысленной ноты, фразы, и все было сделано безупречно и идеально. Tai semmoista puolittain tuotettua. Kaikki oli todella harjoiteltua ja viimeisen päälle tehtyä. Ja Ну елки-палки, какой же у него контроль над своим голосом. tyypillä on, Димаш управляет своим голосом как хочет. voi haluaa. Он вообще не фальшивит ноты, Tunne и у него очень интересная интерпретация эмоций. Он часто использует технику плача в конце своих фраз. Давайте немного вернемся назад и посмотрим, что же там было. А лучше давайте начнем с конца. Там он использовал очень красивое крещендо и диминуэндо, где сначала увеличивается громкость ноты, а потом возвращается к более тихому тону. Сначала он пел на придыхании, а потом я услышала, как его голосовые связки начинают соприкасаться чуть больше. Как вишенка на торте. kakun päällä. Слушая Димаша в первый раз, можно понять, насколько разнообразна его техника. Было 4 или 5 разных звуков. К примеру, большой оперный звук. И очевидно, что у него есть классическое образование, но также в его голосе есть и современный тип вокала. Я приведу примеры. Попса, микс, дальше я не понял, нету субтитров. Это похоже на акробатику между классическим звукообразованием Tää on tämmöstä и звукообразованием ритм-музыки на протяжении всей песни. Просто феноменально. Это было где-то здесь, и я попыталась запомнить места, которые я хотела вам показать. tässä matkan varrella. Вот здесь он сделал переход от огромной оперной ноты к свистковой ноте. На самом деле Димаш использует довольно женский регистр, поэтому звук более склонен к фальцету, но тем не менее у него очень сильная поддержка, поэтому он может петь эти длинные ноты без необходимости часто дышать. Tässä. Перед тем, как мы перейдем к свистковым нотам, давайте поговорим. Существует поп-микс. Это микс грудного и головных голосов. А у него здесь доминирует головной голос. А также он использует назальный звук, о котором я уже вам раньше рассказывал. Звук исходит не из этих двух мест. Ei ole enää täällä, tai täällä. На самом деле звук исходит отсюда, спереди, чтобы был такой пронзительный звук. Pistävä efekti sinne. И эта техника помогает придать песне душераздирающий эффект. Если вам в песне нужно создать эмоциональные моменты, то рекомендуйте использовать эту технику. Я вам расскажу коротко. Переход от поп-микста к свистковым нотам для вокальных связок — это как день и ночь. Также она отметила его великолепный риф вниз,
что является сложным даже для женщин. И она отметила, что у него очень гибкий голос. А потом она начинает рассказывать про белтинг. И так как вы смотрите и слушаете мои переводы уже 3 года, думаю, вы знаете, что такое белтинг. Потом она рассказывает про то, как он командует сценой. Нельзя петь такие ноты и в то же время быть скромным и стеснительным. Такие огромные и большие ноты нужно петь соответственно. Далее она отмечает, что многие певцы слишком часто используют одни и те же техники или одни и те же краски. Но у Димаша с этим проблем нету. Ой, Димаш, что же ты со мной делаешь? Я могла бы прослушать эту песню весь день. Но, к сожалению, мне надо идти учить живых студентов. Ребята, перед тем, как вы уйдете, прошу, перейдите на ее оригинальное видео, поставьте ей лайки, напишите ей очень приятные комментарии и скажите, что вы от меня. Я был бы вам очень признателен и благодарен. А также не забудьте порекомендовать ей другие песни Димаша, чтобы она сделала на них реакции. Да, вот такой вот перевод получился. И мне пришлось многое укоротить, потому что у него был очень-очень глубокий анализ. Мне кажется, за 3 года вы уже знаете, что к чему. Тем более в этой песне, в SOS, потому что мы ее, кто только ее не разбирал и кого только я не переводил. Да, также, когда у нее просила разрешения, она попросила меня, чтобы я попросил вас, чтобы вы перешли на ее канал и понаставили там лайков и комментариев. Также напишите, что вы от меня, и ей будет очень приятно. А если вы вдруг чувствуете, что вы в этом месяце будете очень добрым, то можете и подписаться на нее, да, было бы очень круто. Ну и на меня, наверное, тоже. Да, на этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр, и всем пока.